буквы и были вот. Все было. И школы старые. И все учили. Все учили. Ну, что касается отчета директора, я уже говорил в этом зале, что авторитет школы формирует его учителя, педагогический коллектив, дети, выпускники, ну и, конечно, родители. И то, что здесь прозвучало, есть на фоне города определенные достижения. Я думаю, что это на самом деле дорого стоит. Почему? Потому что вот в таких условиях, как в Ахунах, школа не потеряла своих добрых традиций, и она продолжает их наращивать. Почему я сегодня здесь? Директор школы передал мне несколько вопросов, которые волнуют родителей. И если мы какие-то вопросы не успели обсудить в других местах, вне школы, проживающих в Ахунах, то я попробую на них ответить. Первый вопрос касался строительства новой школы. Но я думаю, он достаточно ярко и полно это осветил. Ну, а более подробно скажу, что да, школа уже есть, она уже построена, идут отделочные работы. И я думаю, что не быть голословным, если есть интерес у родителей эту школу посетить, то Юрий Викторович может организовать это со строителями, мы договоримся. Вот были проблемы, сейчас строительство завершает турецкая компания, которая управляет этим строительным управлением, который начинал строить. Идут отделочные работы. Вопрос в основном сейчас уперся в комплектацию школы, необходимым оборудованием и благоустройством. Что касается комплектации, то хотелось бы всем, чтобы эта школа была самой новой, самой передовой. Я думаю, что она такой и будет, потому что это вопрос на контроле у губернатора Пензенской области. И я помню, как он говорил о том, что мы сделаем самую умную школу. И я думаю, что это реализуется в ближайшее время. Комплектацию представили на рассмотрение. Есть некое пока промежуточное решение по выделению средств на это мероприятие, но я не считаю, что найдется кто-то в городе, кто будет этому препятствовать. Что касается благоустройства, его сделает основная подрядная организация, и это в смете общих расходов, а вот подъездные пути по Ягодной и Вильнюса мы буквально вчера, выезжая сюда, обсудили. Будет заказчиком выступать департамент жилищно-коммунального хозяйства, и подъездные пути с парковкой будут в первую очередь сделаны с фасада, с улицы Вильнюса. Вот по улице Ягодной будет сделана парковка, это примерно в том месте, где сейчас стоят вагончики. Что касается подходов в школе. Да, по срокам школы мы планируем, вот турецкая компания нам очень ответственно заявляет, что они ее сдадут чуть ли не через 2 недели. Ну, может, турки, не в обиду им будет сказано, немножко не полностью оценивают, какой объем работы. Хотя взялись они очень серьезно. Мы рассчитываем все бы сделать и закомплектовать в этом году с тем, чтобы после зимних каникул дети вошли в новую школу. Очень рассчитываем на это. Ну и на вашу поддержку и помощь в том числе. Когда она потребуется, мы к вам обратимся. Я надеюсь, что мы такую поддержку найдем. Что касается подходов детей к школе, мы как-то в этом же зале договаривались о том, чтобы обустроить пешеходные переходы регулируемые. Сегодня тоже это решение есть, решен финансовый вопрос, будет монтироваться регулируемый пешеходный переход в зоне нашей Зари, и от него будут организованы подходы с площадками, чтобы дети могли, ожидая разрешающий сигнал светофора, собраться, разместиться и потом уже группой перейти, если такое в какой-то момент скопление детей возможно будет. Вот. Дальше в сторону магазина Ахун у нас планируется тротуар полноценный. Вопрос есть с местными жителями по его устройству. Мы, если помните, этот тротуар должны были сделать там 2 года назад. Возникли некоторые трудности из-за того, что земельные участки по границам не были размежованы и были проблемы. Ну, скажу честно,
жители просто вышли и запретили, чтобы тротуар проходил, прилегая к их территориям, где они паркуют свои машины, либо у них там какие-то газоны организованы. Вопрос решается. Вопрос, который связан с транспортом и дорогой, поездкой в город с Ахун. То есть мы тут рассматривали несколько вариантов. Вы знаете, что изменили несколько маршрутов и из Кордона студенной, и с Ахун. Хотели сделать так, чтобы всех это устраивало. Обустроили остановку, где у нас новый микрорайон или городок Малахит, так называемый. И сегодня имеем нареканий много. Но они связаны с пропускной способностью через СУРУ и, конечно, с самой организацией. Поэтому здесь у нас присутствует заместитель начальника транспортного управления, которого Юрий Викторович представил. Я хотел бы, не задерживая ваше внимание, сказать и попросить вас, что вы можете задать ему вопросы или высказать свои пожелания, как все-таки лучше это дело организовать. У нас решается проблема с мостом, вы знаете, последнее заявление губернатора, что мы, может, достроим большой. Проблема снимется. А с количеством подвижного транспорта она у нас даже немножко усугубилась, потому что муниципальное предприятие очень слабо развивается, можно сказать, даже за последнее время никак. Поэтому сейчас принято решение о приобретении нового подвижного транспорта, и к юбилею города мы должны выглядеть и в этой части достойно. Вот. Учителей я похвалил, про родителей сказал. Ну, то, что ваши дети поступили, выпускники большей части высших учебных заведений, честно говоря, это следовало ожидать, потому что многих детей я знаю, и в Ахунах всегда была добрая традиция, что у нас всегда вырастали, ну, не просто умные дети, а они всегда имели цель поставленную перед собой и достигали ее. И это здорово. Сегодня у нас в гостях Юрий Викторович обозначил мой коллега, депутат Пензенской городской думы Лаврентьев Дмитрий Анатольевич. Лаврентьев. Медведев у нас Дмитрий Анатольевич есть, недавно приезжал, а это Лаврентьев. Я хочу, пользуясь случаем, вам выразить вот какую мысль. У нас видятся выборы в законодательное собрание, и меня часто жители спрашивают, ну, там, где я бываю в Ахунах, что вот так сложилось, что вы как-то там уходите или не будете. Я вот брал обязательство, пока не построю школу, я буду работать депутатом. Ну, а вдруг вот школу достроим, что ты делать будешь? Куда пойдешь? Значит, я работаю в Пензенской городской думе, но понимаю, что выборы будут в законодательное собрание, которые пройдут 14 октября. У нас был депутат, у нас был другой округ немножко. Сегодня наш округ такой огромный, законодательное собрание, который простирается, когда мы говорим об этом в Первомайском районе, то мы говорим от аэропорта, от Терновки до Ахун. А здесь уместно будет сказать, что округ проходит от Ахун до Терновки. То есть округ большой, но очень сложный. Чем? Что практически все окраины, весь частный сектор вошел в этот округ. Это и Манчжурия, и Третья Пенза, и Свинтрест, так называемый в Терновке, и 610-й квартал, и Междуречье. То есть вот те проблемы, про которые мы говорим, которые знаем, это и освещение в частном секторе, и дороги, и другие инженерные коммуникации, необходимые для комфортной жизни. Вот их нам придется решать. Поэтому не в конкуренцию мне, а по одномандатному округу законодательное собрание будет баллотироваться у нас, в том числе в Ахунах, Лаврентьев Дмитрий Анатольевич. Почему вот его взялся представить? Мы работаем вместе с 2004 года в Пензенской городской думе. И вот те мероприятия, которые мы здесь озвучили, и раньше про них говорили, он меня поддерживал, помогал и при голосовании, и при решении финансовых вопросов, когда это надо было решить с администрацией города. Понятно, что работая в администрации было бы проще это все порешать, но так сложилось, что вот у нас своего представителя в администрации пока нет.
города. Но тем не менее нам удалось решить много. Поэтому он в своем округе, делая многое, тоже включая частный сектор, мог бы сделать и для нас что-то. Я думаю, что вы в перспективе, у нас такое время будет, мы можем обсудить это вместе и что-то в виде наказа для Дмитрия Анатольевича передать. Почему? Ну, один хорошо, да, а в законодательном собрании иметь такого представителя от территории, это очень важно. Другой уровень, другие возможности бюджета. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что за последнее время, как правило, только вот депутаты, которые избраны от территории, а не те, которые ушли по списку у нас в Госдуму, скажем, вот те, кто от территории, они, как правило, доступны, к ним идут люди, избиратели наши, и решают свои проблемы. И не только проблемы, связанные вот с какими-то масштабными решениями, ну и в частном порядке. То есть у кого-то там случился пожар, нужна помощь, у кого-то просто материальные затруднения. Поэтому Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию в своем округе, достиг того, что он больше всех в городе отремонтировал жилых помещений, многоквартирных. То есть была такая возможность через фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства больше 30 домов поремонтировали крыши, фасады и сантехническое оборудование. Сегодня люди ему там говорят спасибо. Поэтому вот такой выбор, он не случайно, обусловлен тем, что у человека есть доброе имя. И я думаю, что если бы мы его поддержали на перспективу, то у нас была бы хорошая поддержка в законодательном собрании. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Добрый вечер. С удовольствием сегодня в гостях у Ахун. Замечательный район, замечательные люди здесь проживают. И депутаты ответственные. Виктор Николаевич меня перепутал с кем-то. Мне кажется, ему не нужен Медведев, он и так справляется со своими обязанностями. Работа депутата заключается, наверное, все понимают, в том, чтобы отставить интересы жителей района, которого он представляет. И вот то помещение, где мы находимся, я вспоминаю, в каком оно состоянии было. Виктор Николаевич инициировал, чтобы и это помещение не стало магазином, а стало культурно-творческим центром, каковым сейчас оно и является. Мы ему в этом помогали, и это действительно, вот мы видим результат. Здесь могут собираться люди, жители, пенсионеры, учащиеся. Ну, у нас, вот, к сожалению, в гидрострое такого помещения нет. Есть у нас там спортивный клуб, но вот такого культурного, развлекательного, ну, то есть творческого центра нет. Опять же, вернусь к школе. Уверен, что школа будет достроена, и после Нового года ученики пойдут именно в эту школу. И это будет одна из лучших школ в Пензе. Можно сказать, самое лучшее. И в этом отношении, конечно, Ахуну повезло. Значит, Виктор Николаевич сказал, что наш предвыборный округ на этой кампании, значит, простирается от аэропорта и до Ахуна. Значит, проблемы Ахун, вот, мы сейчас как раз ездим, знакомимся с жителями, достаточно мне известны. И, соответственно, стараемся их как-то порешать. Это и дороги, и водопроводные сети, коммуникация. Ну, конечно, крыши есть проблемные, есть ветхие дома. И все это мы записываем, мы как наказы избирателей будем этим заниматься и решать эти проблемы. А сегодня я с удовольствием с вами познакомился. Всем хочу пожелать здоровья и успехов. Дмитрий Анатольевич, вот
вы у нас человек, хоть и как бы новый, но я знаю, что вы действительно, Николаевич говорил, что приезжали к нам сюда раньше, как бы, да, интересовались всеми нашими тоже проблемами. Спасибо. И вот на этом мне бы хотелось, потому что ко мне подходили очень многие родители нашего микрорайона. Вот, ну, в качестве, может быть, присоединяться тоже все родители. У нас проблема большая с поликлиникой в Ахунах. Вот если мы в январе съезжали с Спартаковской 9, да, вот хорошо бы, наверное, вот это федеральная собственность, как бы, и поэтому, наверное, этот вопрос будет решаться на уже областном уровне. То есть это ближе туда, к федерации, областной уровень. Вот если бы вот в этом помещении бы и разместить бы поликлинику. Так, нет? Это было бы хорошо, потому что коммуникации там все есть, в принципе. Ну, сделать ремонт, конечно, надо, да, соответствующий. И было бы очень хорошо. То есть в центре, фактически, Ахун, рядом все остановки, да, хоть из Засури, хоть откуда, в общем-то, как в центре получается. Было бы очень хорошо. Вот если в виде такого наказа, я думаю, вы согласны со мной, да? Вот вам, как бы, как кандидат в депутат, вот первый наказ такой, как посмотреть, проработать этот вариант. Что если бы сделать из нашей бывшей школы, где размещались, вот эту поликлинику. Даже если я это как пропущу, Виктор Николаевич точно не пропустит. Если да. Так. Я буквально вот одну поправочку. Какой она должна быть, лучше это определят медицинские работники. Вы, наверное, знаете, что теперь у нас управления как такового городского здравоохранения нет. Все передано в управление области. Почему мы, Дмитрий Анатольевич, и обращались? А на своем уровне мы уже обратились к главе администрации Чернову Роману Борисовичу с письмом, чтобы он это помещение, ну, как бы имел в виду, чтобы никуда его не обещал, не планировал. А вот разговаривая с медицинскими работниками, мы определимся, что это будет. Амбулатория врача общей практики, взрослой, детской поликлиники. Они, исходя из своих знаний и норм, они, наверное, это разрешат как лучше. Но главное, это, что мы исходили из того, чтобы это было современное, цивилизованное и здание, и медицинское учреждение. Вот сегодня уже нет таких убогих, как у нас вот в этом общежитии встроено. Вот исходили из этого. Спасибо. Так, ну, а теперь еще, здесь проговорили, если транспортные вопросы у нас очень важны, да, актуальны, поэтому я хочу, Максим Александрович, пожалуйста, заместитель начальника управления транспортной связи города Пензы, пожалуйста. Добрый вечер. Хочу сразу сказать, что делать в плане транспорта. Все мы знаем, что 99-й маршрут у нас социально напряженный. Управление сейчас взят под контроль. Проведена серьезная работа с предприятием, перевозчиком, то есть в этом все съезды, заезды ранее. Пассажиров по путному направлению, в принципе, сейчас уже должно все прекратиться. Но есть одна проблема, количество транспорта на маршруте, который мы сейчас не можем решить. Я думаю, по окончании дачного сезона мы вернемся к рассмотрению вопроса маршрут 9А возобновить. Но, в принципе, всем нужен. Короткий маршрут для Пензы и всегда ходил по расписанию. Потому что 99 слишком длинный маршрут. На пути следования, через фронт, скопление, он все выбивается за расписание, идут задержки. Ну и сейчас в настоящее время решается вопрос по приобретению, очень серьезно решается. Сейчас управлением объявлено, что на приобретение 4 единиц пока, особенно большой вместимость, но дальше. Сейчас еще. То есть при поступлении, в первую очередь будем решать работу закона. Укреплять эти маршруты. Маршруты, малые вместимости и большие вместимости. Давайте мы поступим таким образом. Вы скажите, как лучше надо поступить. И мы тогда с транспортным управлением
сделаем все, чтобы было именно так. Вот вы кто может изложить, чтобы транспорт ходил вот именно вот так. То есть вот у нас есть маршрут, который ходит сегодня, массовый, большой, он не устраивает чем? Он редко ходит. То есть надо просто добавить машину, а маршрут этот оставить. И то, что маршрут ходит до кордона стадиона, это тоже нормально, да? Все вопросы. А вы готовы нам сказать, сколько